Здравствуйте, мои дорогие. Меня зовут Юля. Я очень рада приветствовать вас на своем канале. Посмотрим на мысли, чувства партнера. Посмотрим, что он о вас думает, что чувствует в данный период времени. Пока свою колоду, а вы загадываете партнера, само по себе загадываете, просто подумайте о нем, о том, о котором вы хотели узнать немножко больше. Представьте его. А я хочу поблагодарить вас за лайки, хочу поблагодарить за комментарии, которые оставляете под моим видео. Я безмерно благодарна вам за все, что делаете в мою сторону. Мои дорогие, благодарю за то, что финансируете мой канал. Вы знаете, я просто в восторге. Я совсем недавно выложила номер карты в описании к видео и понимаю, что моя работа ценна, моя работа нужна для вас. И вы пишете мне даже в личных сообщениях, пытаюсь их читать почти все, вот, что у вас проигрываются такие классные моменты. Это просто супер. Ну что ж, подписывайтесь, если хотите, кто еще не подписался на этот канал. Потому что замечено, что, подписавшись на этот канал, меняется жизнь у человека кардинально в лучшую сторону. И я это вижу как в личных сообщениях, так и в сообщениях под видео. Итак, смотрим. Меня просили изначально делать сигнификацию, но я не хочу стандартно подходить к этому вопросу и писать о самом человеке, потому что мы всегда можем путаться. Кто-то на кого-то похож. Да, мы смотрим сейчас на вашего партнера в ваших отношениях. Но самой лучшей сигнификацией, я думаю, будут ваши чувства и мысли о нем. Оп-оп-оп-оп. Так, тут вообще может проигрываться семейный человек. Давайте смотреть. По сигнификации поймете, да, о ком я говорю. Давайте посмотрим, что вы о нем думаете. Что вы о нем думаете? Вы знаете, для вас он очень интересный человек, с холодцой, строгий, умный, обладает таким, знаете, колоссальным интеллектом и большая жажда к знаниям. То есть вы его таким видите. Вы думаете, что он бы вместе с вами был классной парой. Такая ситуация. Здесь могли быть отношения оборваны, либо вот в такой какой-то закрытая ситуация, когда нет выхода. Что-то для вас обоих недоступно. То есть недоступно, скорее всего, участие друг друга в ваших жизнях. Так, временно отключала. Пошла, закрыла дверь, чтобы не было лишних шумов. Так, то есть вот те мысли, которые вызывает у вас человек, именно вот относятся к этому, да, то есть к тому, что человек, о котором вы думаете, да, составил бы вам хорошую пару, то есть вы вместе очень хорошо смотритесь. По сути, вы его любите, вы его любите. Вы хотите быть вместе с ним, вы вообще хотите встречи с ним. Но он проявляет в вашу сторону, как вы думаете, да, довольно холодные такие энергии. Что еще о нем думаете? То, что человек довольно интересная личность и всегда готов к познанию мира. Что-то изучает, как-то развивается. Кстати, вы можете думать, что он младше вас. То есть, ну, что думать, да? То есть, знаете, да, что он младше вас. Возможно. Либо у него есть ребенок. Да, тут, скорее всего, говорят о ребенке. О ребенке, потому что был уход его от супруги. От супруги. От супруги. Это вы? Мне интересно. Вы мечтали, планировали, хотели стабильности и знали, и думали, что это стабильный человек. Смотрите, здесь такой вариант. Здесь либо вы супруга этого человека, и у вас случилось расставание, то есть была точка, либо ситуация, которая вела к супружеству. То есть вы могли говорить об этом,
вы чувствовали, да, что к этому все идет. Или же человек думал о том, чтобы жениться на вас. То есть вот эта ситуация, когда вас вот-вот соединили бы высшие силы, уже была. Либо вы уже были в отношениях. То есть тут не идет новое знакомство какое-то, нет. Что вы к нему чувствуете? Что вы к нему чувствуете? А вот сейчас самое главное, да, потому что по вашим чувствам вы четко сейчас должны определить, о ком идет речь. Что вы к нему чувствуете на данный момент? Что чувствуете к нему на данный момент? Что чувствуете к нему на данный момент? Что чувствуете к нему? А вы к нему, вы знаете, уже почти ничего не чувствуете. Это человек из прошлого сейчас к нам вышел на расклад. Человек, с которым вы были когда-то парой. Были очень хорошей и красивой парой. И вы до сих пор думаете, что если бы все было нормально, и если бы не было точки, если бы кто-то из вас не развернулся и не показал спину, было бы все хорошо. Но что-то в вашей жизни все-таки совместное пошатнулось. Была точка в отношениях. И сейчас вы достигли уровня восьмерки, ой, простите, пожалуйста, уровня девятки пентаклей, говорящей о том, что в вашей жизни теперь все строится на вашей основе, да, на том, что вы хотите. То есть на ваших условиях вы строите свою собственную жизнь, не включая, например, этого мужчину, в ваше пространство. Потому что по чувствам здесь пятерка пентаклей, неуверенность. И пятерка пентаклей. То есть к этому человеку вы ничего не чувствуете. Если вам он сейчас не интересен, да, был бы, он бы не вышел на расклад. Возможно, он просто хочет что-то вам сказать. Давайте смотреть. Он, кстати, тоже стоит довольно неплохо на ногах и достиг каких-то своих высот. Без вас. Ну что ж он хочет нам сказать? Посмотрим на его чувства к вам. Вышел прошлый человек. Посмотрим на его чувства к вам. Ну, видите, как разнообразим наши расклады, потому что мы все смотрим на такого партнера, к которому вы чувствуете какие-то мега-чувства, да, или так кажется. Но тут вам сразу сказали, даже если вы чувствуете какую-то привязанность, то есть тут по чувствам, истинным чувствам здесь нет места. Здесь все давно ушло куда-то в небытие. Тут упадочное состояние. Так, хорошо. Итак, дорогой наш мужчина, который сейчас вышел, буквально выскочил на расклад, потому что семейная карта буквально выпала, намекая на то, что да, здесь либо шло к семье, либо уже была семья и был развод, разлука. Поэтому смотрим, что же ты чувствуешь к этой девушке? Чувствуешь, думаешь, да? Давайте смотреть. Сначала давайте посмотрим на мысли. Что у тебя в голове возникает, когда ты думаешь о ней? Ой, она крутая, она красивая, она сама может все. Она достигатор по жизни. Это девушка с мужским характером. Но она очень женственная, красивая и может быть как выполнять мужскую, можно сказать, жизненно важную задачу. Я не говорю таскать мешки, нет, решать задачи и решать их по-мужски. Но насколько она женственная и красива, настолько она может спокойно действовать как мужчина. И думать как мужчина. Она шикарна. Возможно, он думает, что вы ведьма. Что ты о ней думаешь? Что вы уже не хотите его видеть. Он думает, что вас связывают только дети и больше ничего. Он разочаровался в том, чтобы добиться как-то вашего сердца. Возможно, вы оставили его. Либо когда он хлопнул дверью, вы знаете, как женщина всегда, вот первые 2 недели она просто не находит себе места, она убивается. Но потом происходит обратное. Да? Почему-то у мужчины первые 2 недели эйфория, а потом он не может без нее жить. Вот такая ситуация, возможно, и у вас сложилась, когда вы наладили свою жизнь, довели себя до
до девятки пентаклей, да, а чувства снизили до пятерки пентаклей, когда вам абсолютно безразлично, просто все равно, пофиг. Этот человек не оставляет мысли о вас. А знаете, почему не оставляет? Он бы не вышел сейчас на расклад. Вот кому-то это нужно знать, кому-то это нужно слышать. И так, собственно, персона, либо бывший муж, бывший партнер. Вас могут связывать дети. Все, больше ничего вас не связывает. Но он очень хотел бы нового начала. Неуверенно топает в вашу сторону. Неуверенно. Да и не топает еще. Он просто как-то скользит на одном месте и пока не понимает, нужно идти или нет. Он боится, что вы выкинете его за борт. Вместе с его чувствами, кубками. И пошлете далеко-далеко. Что думаешь о ней еще? Мысли. Покажи свою голову разумную. Вы очень красивая, вы очень женственная, но вы закрыты от него. Вы поставили блок. Эмоциональный, моральный, физический блок. Вы закрылись от него вся. Отвернулись, закрылись. Он вам не нужен. Он это знает. Здесь 2 туза. Он хотел бы с вами начало, но вот такое начало, которое он боится, и хотел бы наполниться вместе с вами. Я вижу, что прям вот мысли сейчас идут именно о вас. Но он боится ваших мечей. Он боится. Он понимает, что вы отрезали уже путь, мосты развели, сожгли, забыли. Ничего у вас нет в его сторону. И держите меч вот так вот, если что. А вдруг? Ну, смотрите, человек надеется на будущее. Ух ты. Что-то он так вышел. Что-то там нюнь не распустил мечевый. Хорошо, дорогой мужчина, покажи, пожалуйста, чувства. Чувства к девушке, которая тебя смотрит. Чувства. Чувства. Покажи чувства. Ой-ой-ой-ой-ой. Ой-ой-ой. Слушайте, у него нет выхода. Слушайте, у него, скорее всего, в жизни, смотрите, естественно, была девушка, женщина, с которой он жил, может, даже и серьезные отношения были, потому что тут такой серьезный парень вышел, да, мечевый, и тут же, как только парное, как говорится, парное животное. Вот, то есть тот человек, который любит быть в паре, любит быть женатым. Что к вам в чувствах? Одни жезлы и 8 кубков, говорящие о том, что он оставил какие-то даже попытки восстановить прошлые отношения. Ну, смотрите, прошлые не ваши. Здесь он выходит из каких-то отношений. Что-то он говорит. А ну-ка, давайте спросим, что это за 8 кубков? Скажите нам, пожалуйста. Завершается какой-то этап. Жезловый король исполнил свои мечты. Но он исполнил мечты не только свои. Жезловый король. Жезловый король исполняет мечты не только свои, а семьи. Он исполнил какие-то свои мечты, в которых когда-то были вы. Он чего-то достиг умиротворения. Что-то он приобрел в жизни, что теперь его возвысило. Он просто стал больше, значимый в своих глазах, и он хотел бы вот эту значимость показать вам, открыть что-то. Но тут я вижу, человек запутался очень сильно. Внутренние конфликты, это никуда без них, потому что жезловая энергетика прет, и у него что-то с отношениями, которые были вне вас уже, да, после вас. Там возможно, концовка будет. Пока еще не видно окончания, но они ему не нравятся. Нет окончания, не скажу, но что-то ему не нравится. Он хотел бы уже оставить. Там не то. То, что он получил вместо вас, там не то. Что-то похожее, но не то. Как-то так, он говорит. Какой интересный. Смотрите, его что-то злит. Какая-то ситуация его злит. А с чем это связано? Дети. Планы. Он что-то планировал по отношению к детям. И что?
но потом была ситуация в вашей семье, я немножко в прошлое сейчас заглядываю, которая его очень разозлила. Вы как два борца были. Что-то, что его планы тогда не реализовались. К чему-то вы шли, не дошли. Состыковались, какое-то вот начало, да, хотели сделать. Да, что-то касательно, смотрите, вместе, какой-то совместный такой, к чему-то шли очень долго в ваших семейных отношениях, либо в вашей паре, которые должны были. Кто-то должен дойти был до семьи, а кто-то в семье, наоборот, что-то делали вместе, строили, к чему-то шли и обрубили на... И вы сказали, что я хочу в новое. Угу. Он следил за вами, очень помнит прошлое, хотел бы все-таки проявляться. Вы знаете как, даже так, даже я вижу, что вы, когда поставили точку, вам было больно, то человек к вам проявлялся еще, вспоминал вам прошлое, но вы были закрыты. Вы были закрыты. Это я немножко такой экскурс в прошлое смотрю. Вы были закрыты. Вам нужна была богатая, знаете, как богатая. Для кого-то богатство это деньги, а для кого-то богатство это наполненность, когда все делают, ну как слаженное такое, знаете. Вот кто как понимает, вот это богатство, в которое вложена эта карта, это ваше понимание было семьи, которое он не мог вам дать, просто не мог. Что-то, возможно, связанное с домом, стабильностью, то, к чему вы хотели прийти, то, чего вы вместе пытались достичь, резко подвисло. Вы подвесили эту ситуацию. Вы подвесили эту ситуацию. И что он... Угу. Здесь идет такой момент. Да, вы уже не хотели жить с этим человеком. Вам он уже был безразличен, а он все еще любил. Вот после того разрыва, когда произошел, он еще любил. Он еще хотел быть любимым. Ему было больно, ждал, манипулировал. Угу, видите как? Первые 2 недели хорошо, а потом вот не очень. Ага, шанс. Потом сказал себе, что буду делать жизнь свою другую. Я так понимаю, что вообще у него была другая семья, может быть, да, либо, ну, просто другой союз, может быть. Работал, делал выбор, исполнял свои какие-то мечты. Интересно. Хитрость какая-то здесь. Вы знаете, он будто бы ухватил Бога за бороду. Вот так он себя сейчас чувствует. Девочки, смотрите, не зря данный персонаж сейчас, да, вот выходит к нам на расклад, потому что он вам что-то хочет сказать. Он какой-то... Что-то он нам говорит, что он достиг чего-то и идет в вашу сторону. Теперь колесо фортуны крутит он. И какая-то хитрость его стороны. Сейчас нам немножко закрывают информацию, я туда, значит, лезть пока не буду. Потому что дальше, ну, как бессмысленно. Тут, да, может быть проиграться, что он идет в вашу сторону. Но скрывает. Что-то хочет вам рассказать. Работал, да, работал. Был какой-то союз еще после вас у него. Больше нацеленность была на пентакли, на установление своей стабильности. Хорошо, давайте смотреть. Вот такой экскурс в историю и даже немножечко в его заглянули душу, когда вы были порознь. Вот. Но сейчас он просто на коне, просто солнце. Это у него по всем фартит, вот буквально по всем статьям. Хорошо, тут жезлы, но я так смотрю, я еще бы хотела в чувства залезть. Ух ты, перевернулась карта. Какая-то карта. Да, тут прошла такая трансформация у человека, девочки. Пока вы трансформировались, у него тоже шли изменения. И что, интересно? И каким ты стал? Каким же ты стал? Сейчас посмотрим, шли ли эти изменения, потому что мне интересно, зачем выпала карта смерть. Подсказочка такая. Что это за изменения? Каким ты стал? Ах ты! Каким ты был, таким ты и остался. Смотрите, его просто так трухануло. Я вижу, что
Здесь вообще-то может быть вот именно стабильность он какую-то приобрел и хочет вам показать язык. Смотрите, он с какой-то идет, ой, похвастаться хочет. Похвастаться. Вспомнить прошлое. А зачем же ты это делаешь? Интересно. Нет, давайте все-таки спросим. С какой целью ты идешь? С какой целью ты идешь? Каким ты стал? Ну что это значит? Пятерка. Классная трансформация, девочки. Просто супер. Это что? Это трансформация в минус? Это странно как-то. Люди обычно лучше становятся. Интересно. Но здесь говорят о том, что, по сути, трансформация была. Он стал более стабильным, но почему-то идет с пятеркой мечей. Хорошо, цель твоя. Вот. Зачем ты вышел сюда? Вот что это ты хотел нам сказать? Такая цель по отношению к этой женщине, которая тебя смотрит сейчас. Какая твоя цель? Цель. Ну, класс. Он еще цели не определил. Он едет вам показать пятерку мечей. Вот этого язычок этот, да, который будет говорить, что посмотри, чего я добился. И что? Я вижу, что вам будет абсолютно все равно. Да, что-то там вас немножко заденет, я вижу, заденет. У него не хватает сейчас жезловой энергетики, я вижу. Что-то он не получил того, что хотел. У вас она была. Посмотрите, вы-то кто? Что он о вас думает? Вы самая лучшая, можно сказать, любовница. А тут вот как-то не так. А здесь получил вместо королевы жезлов, получил восьмерку кубков. Восьмерку кубков. Вот эту, да? Я вам покажу. Ну, не то. Что-то не то. Да, пускай. Вот как-то так, да? Хорошо. И что ты надумал, есть ли у тебя какие-то планы по отношению к женщине, которая тебя смотрит? Вот я знала, что нас будут так вести за ручку в этом раскладе, что мы будем просто следовать за нитью, как хотят нам сказать высшие силы. Итак, что ты намерен делать, да? Твои планы по отношению к этой женщине. Очень классно. Манипуляция. Манипуляция своей стабильностью. Будет, знаете как, показывать вам, вот смотри, что у меня есть. Интересно, и что это вам даст? Нет, давайте все-таки спросим, что именно. Он хочет вам что-то показать. Показать, что у него уже что-то есть, да, какая-то стабильность, свое какое-то спокойная территория, которую ты хотела, но не достигли мы с тобой вместе, да. То есть то, чего ты жаждала всю жизнь, я этого достиг. Вот я это вижу. Ну, красавчик просто. Планы. Планы манипулировать. Что ты хочешь от нее? Какие у тебя планы? Еще. Планы. 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 Я не могу просто, девочки. Ну-ка, ну-ка. Что это такое? Что это он вам предложить хочет? Какая-то... Во-первых, он посмотрит, потому что у вас, знаете как, он боится вас. Он вам может что-то предложить, какой-то подарок подарить. Может быть, может быть. Но здесь еще так, бабка надвое гадала. Но какое-то предложение будет. Какие планы могут быть у человека, который с мечом идет? С мечом и странным предложением. Но тут предложение, смотрите, что-то с семьей связано. Хорошо, но тут, знаете как, вот какая-то тайная такая, проигрывается все-таки ситуация, которая не совсем вам может понравиться. Что ты имеешь в виду? Что ты хочешь ей предложить? Так, смотрите, я так вижу, так как у нас пажи выпадали, здесь может быть касаться детей что-то.
детей и стабильности. Какое-то предложение, какая-то сделка идет с его стороны. Для будущего, возможно, детей, что-то в этом роде. Он будет, но для вас это ограничение. Я прям не знаю, что это такое. Что ты хочешь от нее, да? Вот что ты хочешь ей предложить? Что ты хочешь ей предложить? Ай. Так, какая-то ситуация для вас была абсолютно... Это очень важная для вас ситуация, именно касательно только вас. Вернее, не только вас, а очень касается вас. То есть вы этого хотели. Но для вас всегда двери были закрыты в какой-то ситуации, в каком-то... Я так понимаю, в том, что у него есть. То есть то, что он хочет предложить, у вас этого просто не было. Что ж такое? Девочки, отписывайтесь, потому что я говорю поток, а сама иногда даже не могу понять, что говорю. Но поток идет четкий. Вот что вижу, то и говорю. Так, хорошо. Что же ты хочешь ей предложить? Что ты хочешь ей предложить? Как-то полюбовно прийти к соглашению, но тут участие других людей есть, какое-то направление выбрать правильное. Он может сказать, давай вместе выберем как-то путь. У меня есть к тебе предложение. Мы должны вместе что-то сделать. А здесь что-то касательно того, как решается на уровне социума. Какой-то вопрос вам нужно будет решить с этим человеком. Но это что-то резкое прямо в вашем пространстве. Вам как серпом, простите, по непонятно какому месту, потому что для вас это, ситуация может быть очень резкой. Вот какой-то вброс такой, да, и вы не понимаете, не сориентируетесь сразу. Что ты хочешь ей предложить? Давайте, чтобы у всех просто по-разному. Ну да, это какая-то ситуация, когда вы... Что-то касается детей. Выбрать путь, вместе как-то продумать и решить по поводу ребенка, детей, то есть сколько у вас детей, то есть по поводу именно вашего потомства, которое у вас есть, если оно у вас есть. Если нет, тут что-то новое, какое-то новое начинание, что-то по-новому он хочет начать, если нет детей. Что ж ты хочешь от нее? Девочки, отписывайтесь, тут у всех по-разному будет. Короче, человек идет в вашу сторону. Кто-то с предложением, как открыть закрытые двери. То есть что-то у вас было совместное, да, вот как показывала Таро Безумной Луны, прошлое ваше, да, такой экскурс было. Что-то совместное, к чему вы хотели прийти. Он хочет что-то в этом пространстве завершить. А касательно чего? Касательно чего эти вопросы? Какой-то ключ. Что за ключ? Касательно чего? Касательно чего? Верность. Будущее. Так, но все-таки касательно будущего. Вашего будущего. Ваших каких-то начинаний прошлых. Может, подписание каких-то документов. Смотрите, подписание каких-то документов продвинут прежде всего его. Вот будьте осторожны. Я еще хочу посмотреть, как на вас отразится. Я смотрю, тут у всех будет по-разному, но все-таки мужчина бывший выходит на передний план и идет к вам с каким-то предложением. Какое-то я вижу прям деловое предложение. Может, у кого-то деловое по поводу совместной жизни, но я вижу, что что-то бывший проявляется. Хорошо. По поводу будущего. По поводу будущего. То, что для вас было когда-то закрытым. Вот какой-то процесс, какое-то событие, какое-то
Может, ситуация вашей стабильности касающаяся, закрытая для вас. А что ж ты можешь такое предложить? Что ты можешь ей предложить? Ух ты, перевернулся лупа. Смотрите, пожалуйста, в оба. Смотрите в оба. Чтобы не запутал он вас. Потому что разговоров потом будет за вашей спиной. Ой-ой-ой. Ну, оно вам как-то все равно. Семейных разговоров. Что-то касательно семьи. Наладить семейные мосты. Но здесь люди в масках. Смотрите. Здесь с его стороны люди в масках. Это все-таки предложение не очень классное для вас, я вижу. Смотрите в оба, пожалуйста. Тут вам показывают лупу, подтверждающая то, что вам нужно вот эти вот отсекать, сейчас, как сказать, манипулятивные такие нашествия, да, этого человека. Вот он говорит, а вы все равно, хорошо, я разберусь с этим, я подумаю, я вот все изучу, и только потом тебе дам ответ. Потому что, смотрите, тут разговоры за вашей спиной уже идут, что-то уже там решается. И тут люди в масках, это все-таки ситуация, когда семейная, тут какие-то семейные узы. Медведь-покровитель. Боже, что же вам делать, девочки? Я так хочу помочь сейчас. Что вам делать в этой ситуации? Все, смотрим. Советы, что вам делать в этой ситуации. Как вам поступить-то? А вы победите эту ситуацию, девочки. Вы должны чувствовать себя победителем. Чтобы у него, ну как, не сложилось впечатление, что вы испугались. Он очень этого хочет. Он очень этого хочет, чтобы вы испугались. Чтобы вы теперь закусывали локоть, как он раньше. Но сделайте так, чтобы стало все с точностью наоборот. Вы победитель, а он пускай закусывает локоть. Ай-яй-яй. Ну, прям девятка мечей здесь говорит мне, что будьте осторожны. Карта лупа, будьте осторожны. И карта маски, запутавшиеся лабиринты, которые вы выпадали. Вас кто-то хочет обвести вокруг пальца. Что же вам делать? Что вам делать, мои хорошие? Что вам делать? Что же вам делать? Так, смотрите, в любом случае сил у вас хватит. Вы примете правильное решение. У вас получится, абсолютно получится. Тут все его попытки каким-то образом вас столкнуть с верного пути, ну, я так скажу, улетучатся даже так, потому что вы очень сильная личность. Что вам делать? Принять то, что у вас судьба сейчас дает какие-то подсказки, у вас получится эти подсказки принять. Вы свою судьбу творите и вершите сама, абсолютно. Действуйте, вот просто действуйте, надеясь на судьбу, на то, что высшие силы всегда с вами, и надеясь на вашу личную силу. Не физическую, на вашу разумную, именно женскую интуицию, силу, которую вы применяете в общении с людьми, которую вы имеете, сила духа. Вот такая, знаете, мощная сила духа. Так, что же вам делать? Соглашаться или нет на какое-то предложение? Давайте посмотрим. Соглашаться или нет. Возьмите паузу, потому что вот его напор будет по нарастающей. Возьмите паузу. Как только будет сильный напор, возьмите паузу. Подумайте, углубьтесь в себя. А что вы примете? Не нужно разрушать себя, не нужно. Это будто бы вам покажется, что неужели это как? Это то, что я заказывала. Мечты вроде как исполнились, но будто бы кто-то вас дергает за ниточки. Будто бы то, что исполнилось, все-таки не приносит вам удовольствия, потому что вы под колпаком. Потому что вы не предоставлены сама себе. Но смотрите, будьте осторожны. Все равно состояние отшельника и состояние карта силы вам дадут уверенность. Вы поймете, что делать в этой ситуации. Вам сказали, что вы будете победителем. Карта шестерка жезлов об этом говорит.
Действуйте только в свою сторону. Дайте время повисеть себе. Только в своих интересах действуйте. Скажите, что вам трудно пока принять решение очень быстро. Мне нужно подумать и действовать в своих интересах. Королева Пентаклей действует исключительно в своих интересах прежде, чтобы у нее была стабильность и у ее детей, например, если есть у вас детки. Девочки, если не подходит вот именно данная сигнификация выше, я забыла сказать, надо было, ну, если не подходит сигнификация, не смотреть, вот как-то так. Если же вы понимаете, что здесь есть какое-то зерно, принимайте, ну, подсказки здесь есть. А у вас будет выбор. Знаете почему? Потому что в вашу сторону еще идет кто-то. Нет, нет, вы должны сказать, что мне нужно подумать, потому что я готова сейчас только к императору. Выбор, что делать. Поступите по справедливости. У вас это получится. Вам высшие силы подскажут, помогут. Вы сделаете это. Так. У вас будет какой-то выбор. Тут показан выбор мужчин. Такое ощущение, что вам предложат руку и сердце, что ли. И у вас рядом будет еще какое-то предложение. Вернее, выбор. Вы задумаетесь, но вы хотите больше роста, да, чем оставаться на прежнем уровне с человеком, который когда-то не оправдал ваших надежд. И как же вам поступить? Тут, знаете как, спокойно забирайте свое, отстаивайте свою позицию, отстаивайте свою ситуацию, да. Отстаивайте что-то свое, может быть, материальное что-то свое. Отстаивайте то, что вам принадлежит, забирайте себе. Не отказывайтесь от того, что ваше, вот как-то так. Вот я спросила, что вам делать в этой ситуации, когда придется вот что-то решать. Обратите внимание на то, что у вас будет время на подумать. Вы сами это время создадите. Что вам делать? Внимательно присмотритесь. Выбор у вас будет. Потому что тут говорят, что выбор у вас есть вообще между мужчинами. Если этот человек даже что-то предлагает вам там совместное, то здесь вам говорят о том, что либо что угодно, да, какой-то решить вопрос, и не в вашу пользу. Знайте то, что у вас всегда будет выбор. И вы все равно будет у вас император, который будет предлагать вам правильное, то есть то, что вы хотите, и по иерофанту, по 5-му аркану даст то, что вы заслужили. В вашей жизни все равно будет император, который вам даст все, что вы хотите. Знаете почему все, что вы хотите? Потому что вы этого сами уже как-то достигли. Ну, тут больше говорят о том, что в любом случае в вашей жизни появится император. Вот. Сейчас услышьте меня, пожалуйста, потому что вы будете потом спрашивать, это тот же или не тот же. Сейчас я, да, говорю о выборе, о правильном выборе. И что сделать, отказаться от того предложения или нет, это ваш выбор, только ваш выбор. Просто знайте, что всегда будет еще более лучшее предложение. Услышали меня? Пожалуйста, услышьте. Так, отстаивайте свое. Не давайте себя в обиду. Разозлитесь на ситуацию, если она вас злит, и покажите, что да, вам это не нравится. Мое не забирай. Я не знаю, почему так говорят, но вот здесь так говорят. Свое не отдам.
Не знаю, что-то он детей, может, хочет забрать. Девочки, я не знаю, пишите, что он там хочет вам предложить. Какую-то сделку какую-то. Вот. Что за сделка такая? С совестью. Что вам делать, что вам делать, что вам делать? Что же вам делать? Взять время на ожидание. Подождать. Жизнь сама так разрулит эту ситуацию, девочки. Посмотрите, что вы будете довольны. Просто возьмите время на подождать. Скажите, мне нужно время на решение этого вопроса. Десяточка пентаклей, говорящая о том, что вы достигнете уровня, высокого уровня в этом вопросе, в этом процессе, вообще в вашей личной ситуации. Что вы будете победителем, вам это доставит шанс. Хитрунов таких, что делать, что делать, что делать, что делать. Посылать. Так, все, что хитрое идет в вашу сторону, смотрите, ну, рекомендации высших сил. Брать меч. Да, у нее слеза уже от этого всего, понимаете как? Хотя эта слеза, она такая скупая, мужская, на женском личике. Брать и отметать. Вести себя, знаете как, вот даже иногда, я не буду говорить как дурочка, либо как дурачок, спокойно, уверенно, будто бы вы что-то не замечаете. Вот так вот. Что ей делать в этой ситуации? Что ей делать в этой ситуации? Ой, знаете, что вы императрица, и что вот таких вот дьявольских каких-то процессов вы не потерпите в своей жизни. Вы императрица. Вы императрица. Если вы дадите ему шанс, я так вижу, все равно вы что-то разрушите. Вы разрушите себя. В итоге разрушите. То есть шанс тут какой? Новое действие, новое начало. Если будет новое начало, будет и новое разрушение. Еще одно разрушение. Ну тут смотрите, все равно закрывается такой закрытой картой. Как не башня, так будет по-старому. Если вы соглашаетесь на мужчину, с которым были уже в союзе, и если вам не нравилось в этом союзе, и первый раз, и, может быть, вы пару раз начинали что-то, да, а тут в третий раз, либо в какой-то там в 10-й, все равно вам говорят, что будет по-старому. Через какое-то время будет по-старому. Вы можете начать, можете попробовать какое-то время побыть, но будет по-старому в итоге. Будет в итоге по-старому. Прошлое даст о себе знать. Прошлое даст о себе знать. И образ жизни этот человек менять не собирается. Нет. Вы опять можете очутиться в ловушке собственных убеждений, собственных действий. Вот. Поэтому подумайте. Иногда, знаете как, тут выходит такая ситуация еще, может быть, у кого-то так проиграться, как соединиться для того, чтобы быть вместе ради ребенка. Но это не нужно ни ребенку, ни вам, никому не нужно. Опять ловушка, опять те же действия, опять та же самая ситуация, та же самая жизнь. Не вступайте в одну реку дважды. Не получится, но никак, как бы вы ни пытались прыгать за этим течением. А вступите в одну реку дважды, то получите то же самое, да, то, что было. Изначально придете к тому же через некоторое время. Девочки, отписывайтесь, мои дорогие, пожалуйста, если хотите. Жду вас в комментариях, жду с нетерпением. Подписывайтесь на наш канал, ваши жизни будут меняться. Я это верю, мы это уже чувствуем, да. Эгрегор канала усиливается. И я верю, что даже в данной ситуации тут нечего говорить, у вас абсолютно получится принять правильное решение. Вот такое вот. С вами была ваша Юлия. Всего доброго. Пока-пока.